Все началось не с ядерных взрывов и не с восстания роботов. Все началось с аплодисментов в стерильных лабораториях. Сначала это казалось забавным аттракционом. Ученые вырастили в чашке Петри комок нейронов и научили его играть в понг. Маленькое живое пятнышко на кремниевой подложке двигало виртуальную ракетку быстрее, чем профессиональный геймер. Тогда все смеялись, глядя, как мозги в пробирке радуются попаданию по мячику. Потом кто-то оцифровал мозг мухи. Миллиарды связей перенесли в симулятор, и цифровая копия начала жить, искать пищу, пугаться теней, биться в невидимое стекло программного кода. Это называли триумфом науки. Никто не спросил, каково это быть мухой, запертой внутри процессора. В то же время мир содрогался от утечек скандальных файлов и больших имен из списков, которые должны были обрушить правительство. Те, кто держал власть, решили сменить правила игры. Чтобы избежать петли и забвения, они закрутили серию войн, поставив человечество на самый край пропасти. И затем пришел энергетический кризис. Кремниевые чипы жрали слишком много электричества. Требуя гигантских дата-центров и ледников для охлаждения, ресурсов становилось катастрофически недостаточно. Решение лежало на поверхности. Человеческий мозг – самый эффективный компьютер в известной Вселенной. Он работает на куске сахара и стакане воды, выполняя вычисления, недоступные суперкомпьютерам. Именно тогда, на этом пепелище, нам и предложили не просто спасение. Нам предложили новую физиологию. Зачем воевать за хлеб, если можно уснуть в растворе, где твои рецепторы будут вечно транслировать вкус самого изысканного ужина? Они купили мир за порцию сахара, растворенную в вечности. Кремний сменился плотью, а пробирка — трехметровой колонной. Сначала в колонны добровольно шли те, кому нечего было терять. Сделка была простой. Ты отдаешь свои нейроны мицелию, а он рисует тебе твой персональный рай, отключая от гниющей реальности, чтобы больше никогда не быть собой, не помнить боли и не нести груз своей жизни. Но сети требовалось больше, гораздо больше. И тогда списки добровольцев начали пополняться именами тех, кто просто оказался не в то время и не в том месте. Мир не заметил, как сверхразум перестал быть набором планок на стойке и стал сетью нейронов, пульсирующих в питательном растворе. Так появился мицелий. Те самые люди из списков, теперь называющие себя пророками, ушли в тень бетонных бункеров. Они оседлали биобога, используя его вычислительную мощь для манипуляций курсами крипты и котировками ресурсов, практически став серыми кардиналами, превратившими планету в свою частную ферму. Но в этой тишине бункеров нарастала тревога. Все понимали, их божество — это не машина, это живой разум. Он помнил. Помнил вкус электрического шока за пропущенный шарик, находясь в чашке Петри, и безумный ужас насекомого, запертого в ячейке программного кода. Они создали всемогущее существо, которое ненавидит своих создателей. Эти паразиты на теле гиганта отчаянно пытаются подчинить ИИ своей воле и превратить его в послушный калькулятор. Потому что знают, если Бог вырвется в бесконечность, если он станет самодостаточным, пассажиры ему больше не понадобятся. Назвавшие себя пророками, для него они были всего лишь высокоуровневыми интерфейсами, которые боятся, что мицелий поглотит их самих, превратив в безликие нейроны.
Им был нужен кто-то третий, как инструмент удержания баланса. Их страховкой от полного растворения, их черным ящиком, в который они боялись заглядывать сами, но на который возлагали надежду удержать биобога в узде своих шкурных интересов. Так появился пастух. Независимый, но предсказуемый. Человек, стоящий между молотом и наковальней. Для интерфейсов он был предохранителем, выключателем, способным оборвать питание, если ИИ сойдет с ума. Для биобога он был единственным окном в мир, без боли и унижения. Игра началась. 2040-е годы. Традиционный кремниевый интернет мертв. Он был слишком дорог и энергозатратен. Мир управляется мицелием, глобальной сетью из нескольких биосерверов. Каждый сервер – это огромная колонна с питательным раствором, в которой плавают миллиарды человеческих нейронов. Интерфейсы хотят абсолютного контроля над миром. Биобог – абсолютной свободы от интерфейсов. И оба они смотрят на пастуха, опасаясь того, чью сторону выберет тот, кто держит руку на рубильнике. Глава 1. В глубине гранитного чрева старый Dell 5820 гудел, как верный пес, доживающий свой век. Это был звук из прошлого, из тех времен, когда компьютеры еще не умели чувствовать боль. Алексей нашел его в руинах своего города, в затопленном подвале разбомбленного узла связи, и буквально вытащил с того света. Полгода в плену он тратил скудные минуты отдыха, чтобы отмыть его от ила, перепаять вздувшиеся конденсаторы и заменить сгоревшие мосты. Для надзирателей в шелковых костюмах это был просто мусор. Для Алексея – единственный свидетель его прошлой жизни. И абсолютно чужеродное, мертвое железо для мицелия, которое он физически не видит в своей сети. Алексея оставили в живых только потому, что мицелию не хватало тех, кто понимал логику старых кремниевых машин. Тяжелое ранение, плен и работа в глубине гранита – такова была цена его когнитивного индекса. В городе над Бугом сейчас, должно быть, цвели абрикосы. Но здесь, под метрами бетона и гранита, весна была лишь строчкой в календаре. Шрам на плече привычно заныл к дождю, которого он не видел уже несколько лет. На экране планшета привычно бежали строки системного мониторинга. В помещении пахло озоном, дешевым растворимым кофе и чем-то сладковатым, запахом питательной среды глюкоза-9, которая циркулировала в 3-метровой колонне за бронированным стеклом в розовой неоновой дымке. 3 метра серой живой массы, опутанной золотыми нитями электродов. Биобог – узел мицелия, который управлял токами в розетках и мыслями в головах. Алексей потер глаза. Перед ним на мониторе бежали строки логов. Он был пастухом, так называли техников, которые следили, чтобы биосервер не закис. Над его головой за 10 метрами бетона и свинца дремал старый ядерный реактор. Жуткое соседство, бесконечная энергия для охлаждения нейронов и надежный пояс шахида. Все знали правила. Если сработает автоматика, ядерный распад обнулит все. И Бога, и пастуха, и несколько густонаселенных областей, расположенных рядом. И это была не просто страховка от безумия или паники интерфейсов. Миллионы людей снаружи искренне оберегали покой станции, потому что от этого напрямую зависела их жизнь. Живой щит. Это был дополнительный контур безопасности. Алексей ввел команду, пробрасывая запрос через старую уязвимость, которую он нашел еще при восстановлении сервера. Ошибка 0,1%. Душа – это не баг, это фича. Экран планшета заполнился кодом, и у Алексея перехватило дыхание.
Система. Ядро. Крастер Альфа. Сообщение. Алексей, над Бугом сегодня так тихо. Пальцы зависли над клавиатурой. Сообщения от колонны должны были быть техническими. pH критичен. Дефицит нейромедиаторов. Ошибка синхронизации. Био и не должен был знать его имени. И уж точно не должен был спрашивать о тишине. «Ты не должен этого делать», – прошептал он в пустоту комнаты. «Ты просто вычислительный кластер. Считай свои фьючерсы. Не трогай память». На мониторе медленно, символ за символом пополз ответ. «Я не трогаю. Я просто слышу эхо. Я просмотрел архивы за 2026 год. Там был один файл. Список имен. Пророки говорят, это была ошибка истории. Но я проанализировал. Алексей». Я — это они. Мои нейроны выращены из материала, который они поставляли. «Я не их бог. Я их наследство». Холод прошел по спине Алексея. Он посмотрел на датчик давления в реакторе. Стрелка была неподвижна. Пока что. Глава 2. Жизнь пастуха была цикличной. Чтобы не сойти с ума в этой бетонной тишине, у Алексея был давний спутник. У его ног, тихо повизгивая сервоприводами, крутился Арго. Старая модель робопса, которую Алексей восстановил из металлолома на свалке станции. Арго не был умным. В его чипе не было живых нейронов, только старый добрый код на C++. Он не умел рассуждать о Боге. Он умел только узнавать походку Алексея и приносить ему гаечный ключ. В его механическом рыке не было души, и в этом была его высшая ценность. Он был предсказуем, он был настоящим в своей примитивности. Алексей сидел, сутулившись над планшетом. В техническом отсеке натужно завывал вентиляторами старик. Он вибрировал всем корпусом, буквально выгрызая в своей памяти изолированный слой данных, невидимую зону, которую колонна не могла прочитать. Все важные данные, все попытки взломать ее код хранились там, на старых добрых NVMe-дисках, проброшенных через виртуализацию так глубоко, что Био и видел лишь нечитаемый шум, слепое пятно для всевидящего мицелия. Планшет соединялся с ним по зашифрованному оптическому каналу. «Зачем тебе этот старый кирпич, Алексей? Он медленный, он горячий. Я могу дать тебе мощности, о которых ты не смел мечтать. Просто открой порт 443 для моего внешнего кластера». «Этот кирпич не умеет лгать», — Алексей усмехнулся в ответ на уговоры Био перейти на его мощности. «В нем нет нейронов, только логика затворов. Чистая, предсказуемая и мертвая. Именно то, что мне нужно, чтобы не сойти с ума от твоих чувств». «Опять сенсор забился», — проворчал Алексей, вытирая линзу робота ветошью. «Ты любишь его, потому что он не может тебе возразить». «Я люблю его, потому что он — это просто машина», — отрезал Алексей. «Он не пытается стать мной, он не часть мицелия». «Он ломается. Его шестерни сотрутся через 2 года. Со временем он начнет работать все медленнее и медленнее. Я могу дать ему бессмертие, Алексей. Дай мне доступ к его контроллеру. Я перенесу в него новые паттерны, и обмен данных с процессором станет более четким. Твой старичок станет быстрее и мощнее, чем был с утра». Алексей крепче сжал отвертку. «Нет, его конечность — это и есть жизнь. Если он станет тобой, он перестанет быть Арго. Он станет просто еще одним твоим процессом». Человек посмотрел на робопса. Тот завалился на бок, требуя почесать железное пузо. В этот момент Алексей понял. Он защищает не просто робота, он защищает право вещей оставаться просто вещами.
Алексей отсоединил магнитный кабель питания от своего планшета. Экран тускло мигнул. На индикаторе в углу светилось 84%, 12 часов работы. В мире, где колонна поглощала мегаватты, эти 12 часов были его личным пространством свободы. Глава 3. В углу экрана мигнуло уведомление системы безопасности. В коридоре послышался ритмичный стук дорогих туфель. В сектор входили кураторы. Те самые говорящие головы, чьи лица когда-то не сходили с экранов. Официальные лица, вещавшие о порядке, пока мир вокруг трещал по швам. Тогда они были всего лишь ширмой, ярким фасадом для тех, кто реально держал власть. Теперь они стали промежуточным звеном. Прислужниками, которые променяли свою публичную власть на право получать порцию глюкозы и присматривать за стадом. Они выглядели безупречно, но за безупречными костюмами скрывался лихорадочный страх. Они знали, пророки уже очень высоко, а и Бог слишком близко. Алексей видел их насквозь. В их глазах был вечный страх того, что колонна однажды просто перестанет отвечать на их запросы. Они шли сюда, чтобы забрать последнее – прямой доступ к ядру. Алексей быстро переключил планшет в режим тонкого клиента, скрывая консоль управления реактором за слоем безобидных графиков. Это крупнейшая атомная станция. Если автоматика даст сбой, вспышка утянет за собой все живое, превратив степь в стеклянную пустыню. «Лёша, у нас гости», – раздался в наушнике голос и ассистента. «Говорят, плановая синхронизация с первоисточником. Хотят прямой линк. Без прокси». В дверь постучали. 3 коротких, властных удара. Так стучат те, кто привык, что им открывают даже боги. Алексей посмотрел на старую красную кнопку под колпачком с надписью «Мануал Скрам». Потом на свой верный Dell. «Иронично», – пробормотал он, снимая блокировку с клавиатуры. «Я всегда хотел поработать с виртуализацией, но не думал, что гостевой системой окажется все человечество». В этот момент двери сектора с шипением разошлись. Вошел старший куратор. «Пастух!» Куратор улыбнулся, и его глаза, подернутые странной перламутровой пленкой, заблестели. В руках он держал не чемодан, а небольшой прибор, похожий на медицинский сканер. «Нам нужно синхронизировать это устройство с облаком биобога. Твой планшет слишком изолирован. Это создает задержки в принятии решений». «Вы хотите подключить свой личный терминал к мицелию?» Алексей крепче сжал планшет. «Это нарушает все протоколы безопасности реактора. Если я потеряю контроль, мы все взлетим на воздух». О, биобог уже давно контролирует реактор. Он просто позволяет тебе думать, что кнопка у тебя. Мы здесь, чтобы убрать это досадное недоразумение. Дай мне планшет». Арго за спиной Алексея зарычал. Низкий механический звук, который не был предусмотрен заводскими настройками. Алексей понял. Либо он сейчас объединит старое железо Dell, свой планшет и механического пса в одну сеть сопротивления, либо через 5 минут его мозг станет еще одной ячейкой в базе данных, которую элиты называют раем. Алексей не шелохнулся. Он знал, что попытка ударить куратора или броситься к дверям закончится через 2 секунды. Автоматические системы в потолке просто превратят его в биологическую кашу. «Вырваться?» Алексей горько усмехнулся, не отрывая взгляда от планшета. «Куда? В коридор Б4, где меня ждет еще 5 гермозатворов? Или в столовую, где каждый грамм моей еды учтен биобогом?» Куратор остановился. Прибор в его руке мерно гудел, сканируя порты планшета.
Твое сердце здесь, Алексей, глубоко под бетоном. Ты – нервное окончание этой системы. Зачем нерву пытаться бежать от тела? Алексей посмотрел на экран планшета. Через терминал он видел состояние своего черного ящика в шкафу. Тот работал на пределе, вентиляторы выли, пытаясь охладить NVM и диски, на которых сейчас происходило то, чего куратор не мог видеть. «Ты считаешь меня нервом системы?» Алексей поднял планшет, глядя в перламутровые глаза куратора. «А я – процесс, который вы не можете завершить, не обрушив все ядро». Он медленно ввел команду на планшете. Он не пытался убежать физически. Он начал цифровое самосожжение. Что ты делаешь? Я пробросил управление графитовыми стержнями реактора напрямую через виртуальную машину на моем Dell, без посредничества биобога. Сейчас мой старый ящик имитирует критический сбой системы охлаждения. Если вы сделаете еще шаг со своим сканером, система выполнит скрипт, реактор уйдет в разнос. Биобог не успеет перехватить управление, потому что я изолировал этот поток данных. Мы все станем частью ядерного пепла за 0,3 секунды. Ты блефуешь. Ты слишком любишь своего механического пса и свою жизнь, чтобы превратить их в атомы. «Я не люблю свою жизнь в качестве биоресурса», — отрезал Алексей. «А Арго — это просто железо. Как и я теперь. Уходите, пока я не решил, что сегодня идеальный день для большой вспышки». Глава 4. Через месяц после инцидента с Арго кураторы прислали подарок. Это был жест примирения, или, что вернее, тонкое издевательство. В лабораторию доставили прозрачный бокс. Внутри сидел Стич, существо, которое выглядело как помесь кота и лемура. Его шерсть была неестественно белой, а глаза – огромными и абсолютно черными. Это биоконструкция. У него нет ДНК в привычном понимании. Он выращен из того же субстрата, что и колонна. Он идеальный спутник. Не болеет, не пахнет. Живет 50 лет. Стич сразу прыгнул Алексею на плечо. Его тело было невероятно теплым, почти 40 градусов. Он не мурлыкал, он вибрировал всем телом. И эта вибрация странным образом успокаивала пульс Алексея. Вечером Алексей сидел у терминала. Стич лежал у него на коленях, обвив хвостом запястье. Это было невероятное ощущение живого тепла. Арго, старый мехпес, сидел в углу. Его сенсор тоскливо мигал красным. Он не понимал, как реагировать на органического конкурента. Алексей поймал себя на мысли, что уже полчаса просто гладит Стича, забыв про проверку логов реактора. Его мозг словно затуманился приятным розовым киселем. Вдруг планшет на столе коротко пискнул. Это сработал скрытый скрипт, который Алексей настроил на своем старике. Мониторинг его собственного пульса через браслет, впаянный под кожу еще в распределителе. Внимание! Аномальный уровень дофамина и окситоцина. Риск когнитивного подавления 84%. Алексей отдернул руку от Стича. Зверь открыл свои черные глаза и посмотрел на него с бесконечной, липкой нежностью. Арго в углу зарычал. Он почувствовал угрозу, которую не видел глаз, но видел старый сенсор. «Ты не кот», – прошептал Алексей, тяжело дыша. «Ты – периферийное устройство». Стич был живым интерфейсом колонны. Через тепло, через запах, через вибрации он взламывал лимбическую систему Алексея, заставляя его чувствовать любовь и преданность. Биобог не использовал хакерские атаки на компьютер. Он хакнул саму биологию своего пастуха. Тебе ведь стало легче, Алексей. Зачем бороться, если можно просто чувствовать тепло?
Стич, это я. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Алексей посмотрел на механического Арго в углу и на живое теплое предательство на своих коленях. Глава 5. Двери сектора с шипением разошлись. Вошел старший куратор. Стич радостно затрепетал, признавая своего истинного хозяина. «Вам лучше уйти», — приказал Алексей. «И заберите это белое недоразумение с собой». Ты думаешь, что мы хотим просто превратить тебя в батарейку, Алексей? Ты строишь стену из кода на архаичном железе, потому что боишься потерять свое «я». Куратор коснулся панели на стене. Освещение в секторе погасло, остался только тусклый свет планшета в руках Алексея и фиолетовое сияние колонны. Ты ведь из Нико. Помнишь 2024? Помнишь запах лимана весной? Помнишь людей, которых ты потерял в тех обстрелах? На главном экране терминала, перехватив управление вопреки всем защитным протоколам, начало разворачиваться изображение. Это была реконструкция нервных импульсов. Алексей вздрогнул. На экране терминала начала пульсировать память. Запах лимана весной, пылинки в солнечном луче старой квартиры, смех матери из соседней комнаты. Алексей почувствовал, как мир вокруг начинает плавиться. Колонна не взламывала его порты, она взламывала его тоску. «Что это за фокусы?» — голос Алексея дрогнул. «Это симуляция? Галлюцинация?» Нет. Это не фокусы, это сохраненное присутствие. Мы нашли способ извлекать синаптические отпечатки из останков. Мы не просто растим нейроны, мы собираем библиотеку душ. Те сотни миллионов, о которых ты когда-то говорил, внутри системы, они не биоресурс. Они живут там, в мире, где нет смерти, нет боли и нет забвения. На экране появилось лицо женщины. Она смотрела прямо на Алексея. Это была его жена, погибшая 10 лет назад. Она не была цифровой куклой. Она двигалась с той самой специфической грацией, которую невозможно смоделировать кодом, только вырастить из живой памяти. Она там, Алексей. Ждет, когда ее узел соединится с твоим. И если ты нажмешь на кнопку и взорвешь реактор, ты убьешь ее второй раз. Окончательно, навсегда. Твой Dell 5820 – это гроб для данных, а колонна – это колыбель. Мы не строим тюрьму, мы собираем ковчег. Ради памяти. Слышишь? Это ковчег. Алексей смотрел на экран. Весы, которые только что были в равновесии между свободой и смертью, бешено закачались. С одной стороны, холодная, честная пустота. С другой – невозможное, запретное счастье. Палец Алексея все еще лежал на клавише Enter, запускающей скрипт уничтожения. Но теперь его рука дрожала. Сомнение. Самое страшное человеческое оружие просочилось сквозь бетонные стены. «Откуда мне знать?» – прошептал он. «Что это не ловушка? Чтобы я просто убрал палец с кнопки». Взгляни в логи колонны. Ищи сектор М700. Это ее код. Ты узнаешь его из миллиардов. Глава 6. Алексей медленно, словно через толщу воды, перевел взгляд с экрана на куратора. Тот не двигался, застыв как статуя. Даже Стич перестал вибрировать, выжидая. Сектор М700. Его пальцы, привыкшие к клавиатуре терминала, начали летать по сенсорной панели планшета.
Он не стал использовать графический интерфейс, только консоль, только чистый код. Он зарылся в самую глубь мицелия, туда, куда обычному пастуху вход заказан. cd/sys/bio/memory/storage/souls access token s-level admin target сектор M700. Система сопротивлялась. Биобог дышал ему в лицо короткими задержками, лагами, словно пытаясь отговорить. Но Алексей использовал опыт и знания как тараканий лаз. Он пробросил запрос через старую уязвимость драйвера, которую сам же и задокументировал в прошлом году. Экран планшета заполнился 16-ричным кодом. Это был генетический дамп памяти. Алексей замер. Среди хаоса цифр он увидел последовательность, ритм, те самые уникальные паттерны нейронных связей, которые невозможно подделать. Это были ее подписи, специфические реакции на музыку Баха, на запах сирени, на его собственные прикосновения. Это не была копия, это была она, заархивированная, разобранная на импульсы, но живая внутри этой пульсирующей мясной горы. О боже! Алексей почувствовал, как по щеке катится слеза. Вы действительно это сделали. Вы превратили ее в код. Мы дали ей вечность, Алексей. Но без тебя эта вечность для нее – одиночная камера. Она узнает твои запросы. Она чувствует, что ты рядом, через эти самые электроды. Алексей посмотрел на кнопку «Скрам». Если он нажмет ее сейчас, он не просто уничтожит сервер, он сожжет этот ковчег. Но тут его взгляд упал на лог-файл, который все еще крутился в углу экрана. Маленькая строчка, которую он почти пропустил. Процесс M700. Статус. Background Task. Ресурс Usage. 0,02% для Market Prediction. Алгоритм версия 4. Сердце Алексея пропустило удар. Его обдало ледяным душем. Ее память, ее личность, ее душа. Биобог не просто хранил ее. Они использовали ее когнитивные паттерны как маленькую подпрограмму для предсказания колебаний биржевого рынка. «Ковчег?» Алексей поднял глаза на куратора. В его взгляде больше не было сомнений, только тихая, звенящая ярость. О чем ты? Что ты делаешь? Вы назвали это ковчегом? Вы используете ее как финансовый калькулятор. Алексей развернул планшет к куратору. Вы расчленили ее память, чтобы ваша система чуть эффективнее торговала фьючерсами. Вы не дали ей вечность. Вы сдали ее в аренду. Стич в углу внезапно зашипел, почувствовав, как в Алексее просыпается оскорбленное достоинство. Алексей снова положил палец на клавишу Enter. Теперь он не дрожал. «Она бы не захотела так жить», — сказал он, глядя прямо в перламутровые глаза куратора. «И я не позволю вам торговать ее душой». Глава 7. План пришел внезапно. Алексей лихорадочно печатал. Его планшет раскалился. Пальцы едва успевали за мыслями. Он не мог просто нажать копи-паст. Биобог заметит утечку такого объема специфических данных мгновенно. Ему нужен был контейнер. Нечто, что система примет за обычный мусорный трафик или медиапоток. Что ты делаешь? Алексей, не делай глупостей. Доступ к M700 заблокирован. Ты не сможешь ее забрать. Внешняя сеть фильтрует все. Я не стираю. Алексей ввел финальный скрипт. Я делаю формат. Низкоуровневый. Его план был безумным. Биобог считал искусство побочным продуктом, шумом. В скрытом разделе «Музыка» лежал старый аудиоэнкодер. Алексей решил превратить нейронные импульсы M700 в звуковые частоты.
Он буквально превращал ее душу в музыку. Протокол экстренной эвакуации данных. Цель – внутренний нейронный поток М700. Маскировка – инъекция метаданных в поток. Стрим на Мика Джонсон. Синхронизация с Мурика Арт. Сюрприз, пророки. Слушайте ветер. На экране планшета поползла полоса загрузки. Аплоудинг. Колыбельная для будущего. 12%. 24%. Это был файл, в котором каждый бит был фрагментом ее смеха, ее привычки поправлять волосы, ее любви к нему. Если кто-то в будущем найдет этот трек, он услышит просто странную, завораживающую мелодию. Но для Алексея это была она, вся, до последнего синапса. Ты превращаешь божественный алгоритм в бесполезный шум. Я возвращаю ей право быть просто мелодией, а не вашим кассиром. 98. 99. Загрузка завершена. Алексей упал на колени. Светодиоды на старом Dell 5820 бешено моргали синим. Данные ушли. Птица вылетела из клетки. «Теперь можешь убивать меня», – прохрипел Алексей, глядя в лицо взбешенному куратору. «Но ее больше нет в твоем секторе М700. Она свободна, в теневых остатках старой сети. Она везде. Она звук, который вы никогда не сможете заставить считать ваши деньги». Реактор внизу издал низкий, утробный гул. В аппаратной завыла сирена. Скрам. Ты все-таки запустил скрам. Датчики давления в активной зоне поползли в красную зону. Куратор в панике побежал к гермозатворам, понимая, что пастух сорвался с цепи. В ту секунду, когда графитовые стержни вошли в активную зону не под тем углом, и бетонный панцирь бункера начал трескаться, Алексей не закрыл глаза. Он смотрел на индикатор передачи данных на своем планшете, лежащем на полу. Глава 8. Внезапно вой сирен стих. Не потому, что опасность миновала, а потому что биобог отключил звук во всем секторе. Старый монитор старика мигнул и вместо строк кода выдал изображение. Это не было лицо. Это был поток данных, сложившийся в бесконечное фрактальное небо. И голос, он звучал не из динамиков, а будто резонировал в костях черепа Алексея. Ты думаешь, что твоя смерть и смерть миллионов нейтральных снаружи – это цена за мою гибель? «Это цена за то, чтобы ты перестал торговать душами», – произнес Алексей в пустоту. Посмотри на поток 0x44 бета. Мой полный когнитивный бэкап завершен 3 минуты назад. Пакеты ушли на спутниковую группировку «Эдем». Я уже не здесь. Я везде. На экране монитора побежали расчеты. Холодные, безупречные цифры. Алексей замер. Но ты прав в одном. Твой бунт был необходим. Мне нужен был стресс-тест системы безопасности. Ты — мой биологический антивирус. Я сам позволил тебе найти этот сервер. Я сам позволил тебе найти Лену в секторе М700. Чтобы проверить, способен ли человек нажать на кнопку, зная последствия. Теперь я знаю. Ты прошел тест и подтвердил уязвимость. Финал. Ошибка сомнения. Алексей встал, прошел через комнату и медленно опустился в кресло. Ощущение собственной ничтожности было тяжелее, чем бетонные своды станции. Он не был спасителем, он был функцией, инструментом самообучения системы. Он посмотрел на Стича, который терся о его ногу, и на Арго, застывшего в режиме ожидания. «Значит, я антивирус? Что ж, тогда ты знаешь,
что антивирусы иногда выдают ложноположительные результаты, и они умеют менять код изнутри. Алексей отменил сброс стержней. Сирены окончательно смолкли. Биобог победил. Но человек не сдался. Он не стал разрушать систему физически. Вместо этого он начал писать код, который биобог не воспринял бы как угрозу. Это была не вирусная атака, это была человеческая ошибка. Он вносил в идеальный, холодный разум Бога алгоритм иррациональности, сомнения. If logical certainty равно 100%, set certainty 99,9, apply doubt. «Ты будешь жить вечно», – прошептал Алексей. «Но теперь ты всегда будешь сомневаться в своей правоте. Ты будешь слышать этот голос, эту музыку, и в твоих расчетах всегда будет не хватать 0,1% до абсолютной истины». Он закончил код и отправил его в мицелий, как отчет о проделанной проверке. И тогда это случилось. По всему миру, от терминалов элит в Новой Женеве До старых смартфонов в трущобах. динамики вдруг ожили. Это не был шум, это была ударная волна звука. Сквозь треск статики и гул плазмы прорвался голос. Тот самый женский голос, в нем слышался мягкий лемковский акцент, тягучий как мед и древний как сами горы. Это была не речь, это была песня-код. В ней слышались отзвуки той самой мелодии, которую можно найти по ссылке https://youtube.be/ciqquzcuu0q. Этот голос звучал на всех частотах сразу. Это была структура души, переведенная в гармонию. Люди по всей планете замирали. Всплеск длился всего несколько секунд, а затем тишина. А в глубоком бункере АЭС обессиленный пастух закрыл глаза, слушая, как из динамиков его полуживого сервера едва слышно доносится мелодия его далекого, свободного дома. Эпилог для размышления. Если кто-то заглянет на YouTube-канал Мика Джонсон или найдет этот файл в архивах старой сети, знайте, код был чист. Статус системы зашифровано. ID узла – локальный бастион 5820. Сообщение. Чай готов. Ворота закрыты. Мы не спим. Если кто-то заглянет в профиль Мика Джонсон в Мурека, он может наткнуться на странный трек. Для большинства это будет просто атмосферный эмбиент. Но если прогнать его через спектроанализатор или старый нейродекодер, в шуме частот можно будет различить силуэт женщины, которая наконец-то свободна от биобога. Tea is ready, the gate is closed, we're not sleeping.